Видеокамера должна была зафиксировать обыденную жизнь в горах Секвойя на юге Калифорнии. То, что она сняла, потрясло сначала команду биологов, а вскоре весь мир. Эрик Блейк, биолог из Сакрамента, просматривал стандартные записи с фотоловушек, установленных в самых отдаленных уголках национального парка. В его временном офисе на окраине Тулары пахло свежезаваренным кофе и древесной хвоей. Стены были завешаны спутниковыми и топографическими картами. Последние 3 месяца он вместе с небольшой командой исследователей документировал жизнь диких животных в наименее изученных частях заповедника. «Очередной день и еще час наблюдения за тем, как еноты воруют ягоды», – пробормотал Эрик, протирая глаза. За окном моросил легкий дождь. Он был один в офисе. Остальные члены команды разъехались на выходные. Майя уехала на научную конференцию, Гаррет взял отгул, а Лена осталась дома бороться с простудой. Эрик относился к своей работе с двойственным чувством. С одной стороны, его должность полевого биолога позволяла ему жить и трудиться в одном из самых живописных мест страны. С другой – постоянный просмотр почти идентичных видеозаписей с оленями, койотами и лисами выматывал. Когда он соглашался участвовать в этом проекте, он надеялся увидеть нечто редкое, возможно, исчезнувший вид или уникальное поведение животных. Но за 3 месяца ему не попалось ничего примечательнее семейства рыжих лисиц, охотящихся на мышей. По крайней мере, так было до 7:42 утра этого пасмурного вторника. На видео камера показывала узкую тропинку среди древних секвой и пихт. Устройство было прикреплено к стволу дерева примерно на высоте 1,5 метров. Утренний туман смешивался с мелким дождем. Камера находилась в особенно удаленном секторе. До ближайшей официальной тропы было не меньше 20 километров, а до автомобильной дороги – около 35. Внезапно в левом углу кадра появилась фигура. Эрик подскочил со стула, мгновенно придвинулся ближе к монитору. Это была женщина. Она вышла из-за деревьев, едва различимая в пелене дождя и тумана. На ней был темный, грязный и облепленный пятнами спортивный костюм. Волосы, длинные и спутанные, прилипли к лицу и плечам. Движения ее были медленными, ослабленными, как будто она находилась в состоянии полусна или крайнего истощения. На ногах остатки бывших походных ботинок. Эрик чувствовал, как у него пересохло в горле. Он знал эту местность как свои 5 пальцев. Здесь не было туристических маршрутов, укрытий или стоянок. Любой человек, оказавшийся там, должен был иметь снаряжение и подготовку. А женщина выглядела так, словно провела в дикой природе недели, если не месяцы. «Что, черт побери, она там делает?» – пробормотал он, склоняясь к экрану. Женщина медленно двигалась через кадр. В какой-то момент она подняла голову, как будто услышала что-то. Ее лицо на мгновение оказалось обращено к камере. Изможденное, запавшее, с выраженными скулами и длинной царапиной на щеке, покрытой запекшейся кровью. Затем она исчезла в лесу. Эрик перемотал запись и посмотрел снова. Третий просмотр дал новую деталь. На запястье женщины был браслет или ремешок от часов. Это был не мираж, не игра света и теней. Это был настоящий человек. Возможно, она была заблудившейся туристкой, но за последнее время не поступало никаких заявлений о пропаже людей в этом районе, и ее внешний вид указывал на долгое пребывание в изоляции. Эрик не мог больше молчать. Он сохранил видеофайл, сделал скриншоты и тут же отправил все своей начальнице, доктору Майе Хигути. Он также немедленно позвонил в службу рейнджеров парка. «Координаты точные?» – переспросил дежурный рейнджер, в голосе которого слышался скептицизм. «Вы понимаете, о какой глубине территории идет речь?» «Да, именно поэтому я и звоню. Эта женщина нуждается в помощи, срочной помощи». Через несколько часов видео было передано федеральным властям. А спустя пару дней, после утечки в соцсети, ролик облетел весь интернет. Эксперты ФБР, следователи, психологи и просто интернет-детективы начали разбирать каждый кадр. Выжившая из секвойи
женщина, которую забыли, тайна лесной отшельницы, заголовки множились. Официальные представители парка подтвердили – видео подлинное. Женщина действительно находилась в дикой глуши и нуждалась в помощи. Начали поднимать старые дела о пропавших без вести. Список оказался тревожно длинным. Туристы, местные жители, даже несколько детей. И вот на третий день после публикации видео появился человек, который, казалось, знал, кто эта женщина. Эрик был на совещании с рейнджерами, когда в комнату ворвался мужчина лет 35, небритый, с усталым лицом. В руках он держал распечатку скриншота. «Где она?» Его голос дрожал. «Это моя жена Элизабет Кросс. Она пропала 3 года назад. Где это снято?» Все замерли. Мужчина, представившийся как Даниэль Кросс, показал фото жены. Стройная, с длинными темными волосами и сияющей улыбкой. И хотя женщина на видео выглядела истощенной, сходство было неоспоримым. «Мы были в походе, стандартный маршрут на уикенд. Последний раз я видел ее на смотровой площадке Lost Creek Point. Я отошел за дровами, а когда вернулся, ее не было. Только рюкзак, лежащий на краю. Искали неделями. Собаки, волонтеры, вертолеты. Потом дело закрыли. Но я знал. Я всегда знал, что она жива». Lost Creek Point находился примерно в 30 километрах от места съемки. Расстояние огромное, но за 3 года вполне преодолимое. Теперь, когда у женщины появилось имя, история обрела другое измерение. Элизабет Кросс – реальный человек, с семьей, с прошлым. Количество поисковых групп удвоилось. Эрик больше не мог оставаться в офисе. Он взял отпуск и присоединился к поискам. Однако методы спасателей казались ему неэффективными, слишком шумные, слишком масштабные. Он был уверен, если Элизабет выживала 3 года, она научилась избегать людей. На 7-й день поисков Эрик решил идти один, с картами и снаряжением. Он добрался до места, где камера зафиксировала Элизабет, и пошел в том же направлении. На 2-й день, пробираясь сквозь мокрую чащу, он заметил папоротники и кусты примяты. На листе пятно крови. Он пошел дальше. И вдруг лес расступился. Он вышел на поляну. В центре стояла старая хижина, полуразрушенная, заросшая мхом. Но рядом с дверью лежала аккуратная поленница, а из трубы поднимался дым. Эрик осторожно подошел. Постучал. Внутри шорох. «Элизабет, меня зовут Эрик Блейк. Я биолог. Мы видели вас на видео. Все ищут вас. Ваш муж здесь. Он вас ждал. Он никогда не сдавался». Дверь приоткрылась. В тени стояла женщина, истощенная, загорелая, в самодельной оле из шкур и тряпья. Глаза тревожные, но осмысленные. Она смотрела на него с опаской. «Даниэль жив?» – прошептала она хрипло. «Да», – кивнул он. «Он ждал вас все это время». Эрик протянул ей воду. Она сделала несколько глотков. Затем он сообщил координаты по спутниковому телефону. Через час за ними прилетел вертолет. В полете Элизабет смотрела вниз на лес, дом, ставший ее тюрьмой. Слеза скатилась по щеке, но выражение лица было спокойным. Она знала, начинается новая глава. История с женщиной из Секвойи взорвала информационное пространство. Элизабет и Даниэль воссоединились в клинике Тулара. Врачи начали восстановление. Физически она была измождена, но главный вопрос остался, почему она не вернулась. Она лишь качала головой. «Я не знаю. Я забыла, что есть другой мир. Лес стал всем, что я знала». Психиатры диагностировали ПТСР и диссоциативную амнезию. Но даже они признавали, в этой истории остались вещи, которые наука объяснить не может. Иногда, как сказал Эрик, некоторые тайны природы лучше оставить тайнами.